Всем привет! Вот спросил бы меня кто раньше: Наташа, какой посоветуешь ноутбук? И в любое время дня и ночи я бы не раздумывая ответила: MacBook Pro, конечно. Но сейчас я бы задумалась. И дело тут в негативном опыте, связанном с моей личной прошкой 2016 года на 13 дюймов. Время работы существенно ниже заявленного. Кнопки залипают, еще и система охлаждения недавно начала гудеть. Короче, не все так гладко и заставляет задуматься об альтернативах. И именно об одной из таких альтернатив я сегодня расскажу. Встречайте, это Acer Swift 5. И это как будто папочка, а не ноутбук. Это слишком легко, как я. С этим парнем я уже виделась на выставке IFA, и что сейчас, что там, первое, что удивляет Swift 5, это вес. 970 граммов, в принципе, немного для ноутбука с диагональю дюймов эдак в 12, но вот для 14-дюймового... Я не знаю, можно ли к этому привыкнуть со временем, но за те 2 недели, что я пользовалась пятеркой, я в своей голове так и не смогла сопоставить его габариты и его вес. Каждый раз берешь в руки и думаешь, что это какой-то муляж. Там, наверное, ничего внутри нет. Это не может быть ноутбук. Ноутбуки, они что-то весят. Таких результатов Acer удалось достичь благодаря широкому применению магниевых сплавов. И кроме явного позитива, это принесло и щепотку негатива. Во-первых, Swift 5 не проходит тест на MacBook, и его невозможно открыть одной рукой. Слишком уж тут невесомая часть с клавиатурой, а во-вторых, тактильно он ощущается менее премиальным устройством, чем его алюминиевые собратья. На ощупь магний напоминает Soft Touch пластик, но он, конечно же, гораздо прочнее и износоустойчивее. Сборка хорошая, скрипов и щелей нет, но вот верхняя крышка довольно сильно прогибается, слишком уж тоненькая. Дизайн пятерки не особо выделяется на фоне других ноутбуков производителя. Аккуратно, строго, симпатично. Поиграли с цветовым оформлением. Никаких скучных черно-серых прямоугольников. Только остро-модный, золотой и такой, как у меня, в насыщенном синем. Основной цвет – огонь. Медно-золотые элементы на любителя. Мне лично так себе. Символы на клавиатуре тоже нанесены золотцем и не всегда читаются с первого раза, но сама клавиатура очень порадовала. Поначалу, правда, немного смутила нестандартная форма некоторых клавиш, но к этому быстро привыкаешь. Ход приятный, достаточно глубокий, и это особенно ощущается после маковской бабочки. Не забыли о подсветке, жаль, уровня регулировки всего 2. А вот тачпад хвалить особо не за что. Он пластиковый, не самый точный и большой по современным меркам. Впрочем, для повседневной офисной работы его хватает, но для сложной работы придется подключать мышь. Благо есть куда. В Swift 5, несмотря на тренды и миниатюризацию, не отказались от полноценных USB-A. Их тут 2 штуки стандарта 3.0. Есть и USB-C 3.1 и даже полноценный HDMI. Несмотря на наличие отдельного порта для зарядки с фирменным разъемом, пятерка умеет заряжаться по USB-C. И тут прям молодцы, хвалю. Сюда бы еще картридер, и был бы весь необходимый набор. Запилили в Swift и сканер отпечатка. С сухими пальцами работает хорошо, с влажными похуже, но все равно быстрее, чем парольчик набивать. Несмотря на надпись Dolby, звук в ноутбуке я бы назвала неплохим, но не более. Возможно, я избалована звуком Мака, но думаю, дело не только в этом. Динамиков 2, расположены они не лучшим образом. Внизу и могут приглушаться, если поставить девайс на плед или одеяло. Громкость средняя, качество для фильмов, роликов на YouTube сойдет. Для прослушивания музыки, да так чтобы с удовольствием, не очень. Вебка HD плюс 2 микрофона, неплохое качество видеосвязи. Экран с диагональю 14 дюймов, сенсорный, IPS с разрешением Full HD. Опций по дисплею нет, да и ладно. Монитор-то хорош. Аккуратно откалиброван, выдает насыщенную и живую картинку. Что могу ему предъявить, так это не самую равномерную подсветку и не самую высокую максимальную яркость. Работать на солнце получится, смотреть кино не очень. Тач корректно отрабатывает касание пальцев, но если тыкать слишком интенсивно, ноут можно и опрокинуть, так что вы там поосторожнее, если что. Топовому аппарату топовое железо. Никаких тебе Pentium'ов и i3, только 4-ядерные 8-поточные i5 или i7 8-го поколения. Оперативки от 8 до 16 гигабайт. SSD на 256 или 512 гигов. Мне достался максимально напакованный вариант, и могу сказать, что его производительности хватало для любых моих задач. Работа с текстами, интернетикой и даже несложный монтаж – все на раз-два. Уверена, и базовый i5 справился бы, так что гнаться за i7 не вижу никакого смысла. В новом поколении низковольтных процессоров по скорости Intel сделал ощутимый рывок вперед. Теперь, даже если система охлаждения не справляется и появляется его величество тротлинг, это особо не ощущается. Впрочем, он тут и не сильный.
Для игр брать Swift 5 никто в здравом уме не будет, но в принципе 620 Intel позволяет погонять в цивку, тропика или лайтово катнуть в дотанчик. Правда, под полной нагрузкой пятерочка начинает идти на взлет и посвистывать вентиляторами. В обычной работе систему охлаждения не слышно, при наборе же текста или браузинге она и вовсе полностью отключается. Модуль Wi-Fi поддерживает 5 ГГц AC сети и стандарт передачи данных MIMO. А теперь к тому, что вызывало мои наибольшие опасения. К автономности. Сами понимаете, вес и все такое, особо большой аккум не поставишь. Acer заявляет для Swift от 5 до 8 часов работы от батареи емкостью 36 Вт-час. И я думала, в лучшем случае будет часа 3. И по факту так и оказалось, но под серьезной нагрузкой. Если же просто сидеть, писать текст, иногда отвлекаясь на ютубчик, прослушивание музычки или соцсеточки, то пятерочка может продержаться около 6-6,5 часов. Кино на максимальной громкости часа 4. Ровно такие же цифры под схожей нагрузкой выдает и моя прошка. Только она тяжелее в 1,5 раза, с более слабым железом и с экраном меньше диагонали. Комплектная зарядка, к сожалению, не USB-C, зато по размерам и весу скорее от смартфона, а не от ноута. Swift 5, несомненно, интересный продукт. Да, со своими особенностями, но практически все они обусловлены его основной фишкой – рекордно малым весом. Да, можно было сделать открытие одной рукой, но тогда либо петля была бы совсем слабая, либо корпус тяжелее. Можно было бы установить аккумулятор большей емкости, но это опять же привело бы к увеличению веса, ну и так далее. Разве что кардридер точно можно было забацать. Не бескомпромиссный ноут, но у компромиссов есть своя цель, и она мне импонирует. Swift 5 можно целый день таскать с собой в рюкзаке, не ощущать его тяжести. Можно легко переносить с места на место в квартире, не опасаясь выронить. Короче, полноценная рабочая машина, которая всегда под рукой. И традиционно для Acer далеко не самая дорогая в классе. По крайней мере, если речь идет о базовой модели, которой, как я уже говорила, хватит практически для любых задач. Выбираете ноут, рекомендую внимательно присмотреться к пятерочке. Как минимум, просто заедьте в магазин и подержите ее в руках. Даже если что-то вас в ней не устроит, просто будете иметь представление, каким может быть современный ноутбук. Ну а наш канал, я надеюсь, вы уже давно знаете, и я надеюсь, давно любите, так что я очень надеюсь на ваши лайки, комментики, колокольчики тоже жмите.